Кофе, кофе, кофе. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать к следующему выпуску подкастов Russian in Context с Иной и Ириной. Спасибо, что вы сегодня слушаете этот подкаст и изучаете русский язык вместе с нами. Сегодня с вами Ина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. После этого небольшого отступления перейдем к нашему подкасту. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме – о кофе. Цель этого подкаста не только рассказать вам о кофе, но и попросить вас проголосовать в комментариях о понравившейся фотографии с видом кофе, которую мы ищем для оформления нашей веб-страницы www.russianincontext.com. Итак, начнем. Если не начать день с чашечки кофе, то зачем тогда вообще просыпаться, сказал Бродский. Или, как говорил Уильям Херцберг, 20 минут под горячим душем, 3 кружки черного кофе, и вот я уже почти человек. Вы с ними согласны? Герой фильма «Бриллиантовая рука» думает так же. Короткий фрагмент из фильма. Поехали к шефу. В таком виде я не могу. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе. Будете там и ванну, будете кофе, Да. будете какао с чаем. Поехали! Как я его понимаю? Принять ванну, выпить чашечку кофе. Ведь утренний кофе всегда возвращает мысли, растерянные вчерашним вечером. Поэтому не нужно класть в утренний кофе прошлые воспоминания, лучше добавьте в него сахар будущих надежд. Небольшое отступление. Вы увидите 7 разных фотографий с кофе. Выберите одну и укажите цифру в комментариях. Начнем. Правильно. Кофе – это не только крепкий эспрессо или американо. Его также пьют с молоком и иногда даже с сахаром в виде латте-макиато, капучино или даже холодным кофе-фраппе. А вы любите кофе с молоком и с сахаром? Здесь мнения разные бывают. Говорят, что с молоком это вообще не кофе. Если хочешь чашку сливок с сахаром, зачем тогда просить кофе, сказал Стивен Кинг. Обычно чашка кофе выпивается за 7 минут. Из них примерно 5 минут вдыхают его аромат. Вы со мной согласны? Как вы пьете кофе? Что очень интересно, в календаре некоторых стран есть день кофе. Например, 14 сентября в Коста-Рике, 19 сентября в Ирландии и 1 октября в Японии. А как бы вы праздновали День кофе? Вначале мы поговорили о кофе и о том, что мы думаем о кофе. А теперь посмотрим, что же думает кофе о нас. Я не могу решить всех твоих проблем, но я обещаю сделать твою жизнь лучше. Твой кофе. Или может быть так. Ради меня ты можешь пойти на все, даже на работу. И напоследок одна шутка. Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитого на одежду. У каждого из нас должно быть время на кофе. Ну и, конечно же, на Russian in Context с Иной и Ириной. А как вы предпочитаете пить кофе? С сахаром, с молоком, с корицей или просто с хорошим подкастом?
Если вам понравился наш подкаст и вы хотите узнать больше о кофе, о его происхождении, о легендах и традициях, оставьте свои отзывы в комментариях. Очень надеемся на ваше активное участие в голосовании по поводу понравившейся чашки для нашей веб-страницы. Заранее спасибо! Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Russian in Context с Иной и Ириной. До скорой встречи и пока-пока!